Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем корсет с отрезной чашкой. Работать я буду со своей выкройкой прозрачного корсета. Ссылку на выкройку я оставлю под этим роликом. После распечатывания выкройки проверьте размер контрольного квадрата. Итак, вырезаем выкройку нужного размера. У меня выкройка корсета идет в 5 размерах, от 42 по 50. Берете выкроечку, которая вам нужна, и приступаем к работе. Для пошива этого корсета я изменю центральную часть спинки. Из планки и средней детали спинки я сделаю одну деталь. Для этого я убираю припуски по 1 сантиметру. Срезаем припуски. И берем чистый лист бумаги, переносим наши выкройки, делаем из них одну деталь. Вот таким образом. В моей выкройке корсета уже присутствует вырез под шнуровку, маленький треугольничек по центру спинки. А сейчас мы с вами будем делать корсет на молнии, поэтому я добавлю недостающие сантиметры к центру спинки. Вверху у меня 4,5 и внизу 3 сантиметра. И провожу линии. Мы эту линию центра спинки еще будем корректировать на примерке. Пока делаем вот так вот. Здесь у нас уже есть припуск под молнию. Я работаю сейчас с 42 размером. Вырезаю нашу новую деталь средней части спинки. Вот эти детали мне уже не нужны. Вот наша выкройка. 2 детали переда, 2 детали спинки, чашка из ткани и чашка из поролона. Работать я буду с атласом Stretch. Тянется он в одну сторону, во вторую не тянется абсолютно. И дублировать я его буду дублерином на хлопчатобумажной основе. Для того, чтобы начать раскрой, нужно выровнять очень точно край нашей ткани, с которой мы будем работать. Для этого я вытягиваю вот такую ниточку вдоль среза. И по этой ниточке я выравниваю нашу ткань. Сразу нарезаю полоски шириной 3 сантиметра для обработки корсета. Тоже таким же способом вытягиваю ниточку и нарезаю 2 полоски. Вот такие у нас получаются заготовочки. Также мы делаем 2 отреза из ткани. Один для лица, второй для изнанки. Обязательно обрабатываю утюгом с паром наши заготовки ткани. Лицевую часть корсета я проклеиваю дублерином. Приступаем к раскрою. Складываем ткань вдвое. К линии сгиба мы прикладываем центральную деталь переда и обводим ее простым карандашом. В моей выкройке уже присутствуют припуски на шов, поэтому я обвожу выкройку, ничего не добавляя на ткани, просто обвожу по контуру. По всем вертикальным швам у меня припуск 1 см и 2 мм, а по области чашки припуск 7 мм. Всю информацию про припуски вы получаете вместе с выкройкой. Итак, вот таким образом я всегда крою свои корсеты. Я крою их на гладильной доске, поскольку детали небольшие. Подкалываю все это иголочками, чтобы не сдвинулось, и выкраиваю. Я выкроила лицевую часть корсета.
И на деталях чашки обязательно поставьте все метки и подпишите центр, бок на каждой детали. Обязательно, чтобы не запутаться. Подклад корсета я крою без чашки, только тело корсета. Также ткань у нас сложена вдвое. Прикладываю деталь переда к сгибу ткани и также точно я выкраиваю детали подклада. Так, изнаночка у нас выкроена, лицо корсета выкроено, и мы с вами переходим к выкраиванию чашки из бельевого поролона. Обязательно соблюдайте долевую при раскрое. Обводим наши детали. Обязательно проставляем все метки. И в зеркальном отображении краим вторую деталь чашки. Выкраиваем наши поролоновые чашки. Все готово. Левая и правая чашечки выкроены. И также мы из корсетной сетки выкроем полоски 3 сантиметра шириной для обработки поролоновой чашки. И загладим эти полосочки пополам. Переходим к пошиву. Сшиваем тело корсета с припуском 1 см и 2 мм. Разглаживаем швы в разутюжку. Погладьте корсетик с лицевой стороны, если у вас утюг имеет тефлоновую подошву. Также мы поступаем с подкладкой корсета. Также швы у нас в разутюжку. Переходим на машинку, и на лицевой части корсета мы с вами будем создавать кулиски для наших костей корсета. Мы будем застрачивать припуски, обращенные к центру корсета. Вот эти вот части припуска. Шить я буду на ширину лапки. Вы обязательно проконтролируйте ширину от строчки, потому что все зависит от вашего китового уса. Главное, чтобы он хорошо входил в подготовленную кулиску и не рвал ткань. Вот так он свободно должен у вас туда входить. Так это должно выглядеть. Итак, я делаю кулиски по всем швам корсета на ширину лапки. Все припуски обращены к центру переда. Вторую часть корсета делаю зеркальной. Следующий этап: мы должны соединить подклад и лицо корсета. Складываем изнаночками внутрь и соединяем по верхнему срезу иголочками. Стараемся соединять очень точно подкладку и лицо. Обязательно, чтобы у нас совпали все рельефы, все швы и все срезы. Мы собрали верхний срез корсета на иголочке. И теперь мы должны проложить соединительную строчку на расстоянии около 3 мм. Теперь можно пришивать чашки. О том, как сшить чашку из бельевого поролона и обтянуть ее тканью, ссылку на эти два мастер-класса я вам оставлю под этим видео. Итак, будем пришивать чашку к корсету. На расстоянии припуска 7 мм мы должны очень точно совместить срезы деталей. Ставим иголочку.
И продвигаемся по чашке. Далее соединим рельеф и шов на чашке. Опять же контролируем, чтобы очень точно совпадали швы. Проверили, все хорошо. Переходим к центру корсета и также на расстоянии припуска 7 мм срезы наших деталей должны соприкоснуться вровень. Ставим иголочки. Теперь распределяем чашку в ухе корсета и подкалываем полностью всю чашку. Теперь шьем с припуском 7 миллиметров. Пришили чашку, проверяем, насколько хорошо выполнена работа, сошлись ли наши швы на чашке и на корсете, точно ли у нас совпала чашка со срезом по центру и по боку. Теперь переходим на утюг и подготовим нашу тоннельную ленту для пришивания ее в корсет. Она должна у нас принять закругленную форму. Теперь мы должны пришить нашу тоннельную ленту на припуск чашки. Прокладываем строчку по внутреннему срезу тоннельной ленты. Вот так у нас теперь это выглядит. Таким же способом пришиваем вторую чашку и срезаем все припуски. Оставляем около 2-3 мм. Следующий этап мы должны вручную приметать тоннельную ленту к корсету. Для наметки в таких корсетах я всегда использую тонкую бисерную иглу и тонкую шелковую ниточку. Приметаю тоннельную ленту по лицевой стороне корсета. Все готово. Теперь будем прокладывать строчку на ширину лапки. Делайте это очень аккуратно. Эта строчка у вас на виду. Срезаем по центру излишки тоннельной ленты. Делайте это очень аккуратно также. Не повредите чашки. Теперь нам нужно закрыть центр корсета биечкой. Отрезаем необходимое количество биечки. Я измерила, у меня это где-то около 3 сантиметров кусочек получается. И прикладываю к изнанке корсета нашу биечку. Закрепляю, подворачиваю припуски. И проложу строчку на машинке от чашки до чашки с припуском 5 миллиметров. Вот так она выглядит. Теперь огибаю на лицевую сторону нашу биечку и вручную ее приметываю. Теперь проходим на машинке и пришиваем бейку. Теперь мы поставим каркасы в чашечке. Короткая сторона у нас идет к центру корсета, а длинная к боку. Не перепутайте.
Обратите внимание на то, что кость не доходит до среза где-то около сантиметра. Следующий этап: мы вставляем китовый ус в наши подготовленные кулиски. У меня пластиковый китовый ус в мотке шириной 5 мм. Обязательно закругляю кончик кости, обязательно делаю его округлым, чтобы он не порвал ткань. Вставляю кость в кулиску. Я не довожу до упора. Я оставляю где-то 2-3 мм до строчки и срезаю вровень с корсетом кость. Теперь вынимаю кость обратно и срезаю 1,5 сантиметра. Срезаю и обязательно закругляю второй конец кости. Возвращаю кость на место. И обратите внимание, что кости у меня не доходят до срезов корсета около 1 сантиметра. Вот здесь 1 сантиметр и здесь 1 сантиметр. Далее продолжаю вставлять кости. Обязательно закругляю кончик. Вставляю в кулиску. Срезаю вровень. Возвращаю кость и срезаю 1,5 сантиметра. Закругляю и возвращаю на место. Закругляю. Ставлю в кулиску под грудью. Только смотрите, чтобы не до упора, чтобы кость не прорвала ткань. Срезаю. Закругляю кончик и возвращаю кость на место. Таким же образом я ставлю остальные кости. Теперь на этом этапе, когда вставлены все кости, мы проводим примерку. Я произвела примерку, и у меня оказалось, что по верхнему срезу корсета у меня 2 сантиметра излишки, а по низу, по талии корсета 1,8. Я ставлю метки и соединяю эти точки прямой. И вот по этой линии мы с вами сейчас должны зашить корсет по центру спинки. Откидываем подклад, сшиваем мы только лицо. Соединим иголочками 2 детали спинки. Прошьем по нашей намеченной линии. И вот так у нас сейчас выглядит спинка корсета. Я выворачиваю корсетик на лицевую сторону и проглажу наш шовчик в разутюжку. Вот так сейчас это выглядит. Теперь начнем пришивать нашу разъемную молнию для корсета. Вот моя молния. Итак, раскрываем молнию. Молния должна располагаться на 1 сантиметр выше среза корсета. Зубчики молнии должны проходить вдоль шва. Приметываю тонкой иголочкой и шелковой нитью.
После того, как я приметала одну половинку молнии, я закрываю молнию и пришиваю вторую половину молнии. Вот так это выглядит. Теперь прокладываю строчку на машинке рядом с молнией по лицевой части корсета. Молния пришита, и теперь мы должны распороть средний шов спинки, который мы проложили, и снять наметку. Вот так она выглядит теперь. Теперь пришиваем подклад. Разложили на ровной поверхности корсет. Вот так вот отмерили, где у нас должен заканчиваться подклад корсета, и подкалываем его к молнии. Подклад мы будем пришивать вручную. Все готово. Теперь соединяем лицо и подклад корсета по нижнему срезу. Очень точно соединяем все рельефы, все швы. Все уравниваем и ставим иголочки. И прокладываем соединительную строчку на расстоянии около 3 мм. Теперь нам осталось обработать срезы корсета. Обрабатывать мы будем нашей подготовленной полоской ткани шириной 3 см. Прикладываем ее с изнаночной стороны и пришьем ее, отступив от среза 5 мм. Во время пришивания мы будем подтягивать полосочку ткани для того, чтобы она немного подкорректировала срез корсета и он у нас не растягивался. Таким образом мы обрабатываем нижний срез нашего корсета. Пришили бейку. Вот так она выглядит. Переходим к верхнему срезу корсета, опускаем бегунок молнии вниз. И также, приложив бейку с изнанки корсета, мы пришиваем ее к верхнему срезу. Также шьем на расстоянии 5 мм от среза. Шьем до чашки. Так, готово. Теперь на этом этапе мы должны проверить, вровень ли у нас срезы по центру спинки. Застегиваем молнию и проверяем. Все хорошо. Срезаем излишки молнии и обрабатываем бейкой срезы корсета. Берем бисерную иглу и шелковую нитку, и вручную мы с вами сначала приметаем нашу бейку к корсету, оборачиваем ее на лицевую сторону и стараемся, чтобы она у нас была по всей длине одной ширины. На концах срезов оставляем по 1 сантиметру бейки. Вот таким образом ее оборачиваем.
и тем самым закрываем уголок. Приметываем. И теперь прокладываем строчку по краю бейки. На гладильную доску кладем махровое полотенце, на него кладем корсет и сделаем влажно-тепловую обработку нашего корсета. Друзья, наш корсет с чашками абсолютно готов. Под видео я вам оставлю ссылку на выкройку этого корсета. Я вам желаю легкого кроя и шитья. С вами была Юлия Чумакова.